Ровно год назад я решилась создать этот канал и выставить первое видео. И несмотря на все события, я просто обязана была снять для вас видео в этот поистине важный для меня день. Первая годовщина моего канала. Сегодня я начинаю выполнять свой швейный план на весну, который мы с вами составили в прошлом видео. И я решила начать с чего-то несложного и успокаивающего. Пиратская рубаха. Почему успокаивающего? Потому что всю рубаху я буду шить вручную техниками шитья XVIII века. Я нашла для этого проекта подходящую ткань – белый хлопок. И он очень мягкий, что немаловажно, так как рубаха носится на голое тело. Я буду шить эту рубаху, как учила Бернадет Баннер. Сперва нужно выкроить много прямоугольников и квадратов разных размеров. Получаем такие детали. Основа рубахи, 2 рукава, 2 детали на воротник, 2 манжета, 2 ластовицы и 10 заплаток. Можно начинать шить, но для начала я хочу поделиться с вами своей выкройкой и замерами. Это мои параметры в сантиметрах и дюймах. Я написала их, чтобы вы могли ориентироваться, подойдет ли для вас эта выкройка или же придется ее немного изменить. Основа рубахи. Плечевых швов нет. В середине этой детали будут разрезы для горловины и декольте. В дальнейшем эта деталь будет складываться пополам. Рукава. 25 дюймов длина и 20 дюймов ширина. Это стандарт, но вы можете менять эти значения. Можете увеличить ширину рукава, и тогда он будет еще пышнее. Нам нужно 2 таких детали. Манжеты. Тоже нужно 2 детали. Здесь все просто. Ширина манжета 8 дюймов, он будет складываться пополам. Так что по итогу манжет будет шириной 4 дюйма. А длина – это ваш обхват кисти. Воротник. Снова выкраиваем 2 детали шириной 3,5 дюйма. А длина равна вашему обхвату шеи плюс 1 дюйм. Ластовицы. Естественно, тоже 2 детали. Я сделала ластовицы, длина сторон которых равна 4 дюймам. Не советую делать их меньше, а вот увеличить хотя бы на дюйм было бы очень кстати. И мое любимое – заплатки. Нам нужно 10 штук. Они нужны для того, чтобы укрепить швы, которые могут не выдержать тяжелой жизни пирата XVIII века. На этом все. Делайте скриншоты, либо записывайте, чтобы не потерять выкройку. Кстати, не забудьте прибавить припуски. Кроме заплаток, на них не нужны дополнительные припуски. Я решила начать с воротника, поэтому складываю 2 детали лицом к лицу и прошиваю все стороны, кроме одной. Манжеты – похожая история. Складываем лицом внутрь и прошиваем вот эти стороны манжета. Широкую оставляем свободной. Нити полиэстровые явно холодного оттенка или хлопковые теплого. Выбор очевиден. Важный момент. Нить должна быть вощеная для большей прочности строчек. Для этого нужна лишь хлопковая нить и кусочек пчелиного воска. Нить становится похожа на прочную леску. А теперь выбор иглы. Я привыкла шить довольно крупными иглами с широкими ушками. На сегодня нам нужны более короткие и тонкие иглы с миниатюрным ушком. С такой иглой получится добиться стежков шириной в пару миллиметров. Простите за мозоли, говорю для тех, кто не знал, я скрипачка, и мозоли – это профессиональный момент.
А теперь в стежок. Как вы видите, нужно постоянно делать один шаг назад сверху и 2 шага вперед снизу. Строчка получается очень прочная. Вы, кстати, совсем скоро в этом убедитесь. Обязательно отсекаем уголки и выворачиваем воротник. Манжеты тоже готовы, можно выворачивать. Время рукавов. Складываем их лицом внутрь, ластовицы складываем по диагонали. Пришиваем ластовицы вот таким образом. Сшиваем таким же стежком шаг назад, 2 шага вперед. Одна сторона ластовицы прошита, вторую сторону прошиваем и, не разрывая нити, продолжаем прошивать длину рукава.
Вместе стыка нужно быть осторожным, чтобы не пришить случайно вторую сторону ластовицы, но и чтобы не образовались дырки. Да, ручное шитье определенно расслабляет и отвлекает. Я сделала разрез по горловине и декольте на основной детали. Я померила эту основу и примерно наметила длину проймы. У меня получилось 8 дюймов. Но если вы будете увеличивать размеры ластовицы, то и пройму делайте больше. Сейчас я хочу показать вам разницу просто хлопковой нити и вощеной хлопковой нити. Все волокна приглаживаются, нить покрывается слоем воска и становится в разы прочнее. А пока идет долгий процесс сшивания боковых швов, я хочу сказать вам кое-что важное. Время от времени за окном слышны взрывы и воздушная тревога. Иногда слышна сирена, которая напоминает про начало комендантского часа. Но пока у меня есть возможность находиться у себя дома, в окружении своей семьи, пока у меня есть доступ ко всем своим вещам, в которых я нуждаюсь ежедневно, пока я имею возможность заниматься чем-то и отвлекаться от поистине трагических новостей, я буду это делать. Я буду заниматься уборкой. Я буду в полной мере уделять внимание всем своим животным, которых я никогда не брошу. А у меня 3 кошки и 4 крысы. Я буду готовить по новым для меня рецептам. Я буду каждое утро делать макияж и прическу, наряжаться в красивые платья. Я буду обниматься с любимым мужем в 10 раз крепче и в 100 раз чаще говорить, как я его люблю. Я буду играть на скрипке, к сожалению, пока что без должной для своей профессии концентрации. И я буду продолжать шить, продолжать учиться и набираться знаний по историческим техникам шитья и строить планы на новые проекты. Ну и, естественно, снимать видео на YouTube. Это то, что меня спасает на данный момент. Ценность каждой минуты жизни невероятно возросла. В конце каждого прожитого в относительном спокойствии дня я подвожу итоги и задаю вопрос, что же я успела сделать за сегодня, а чего не успела. После этого завожу будильник, чтобы завтра проснуться еще раньше и успеть больше сделать за день, успеть прожить следующий день. Вот так выглядит готовая ластовица. Теперь нужно обработать швы. Это мой любимый процесс в ручном шитье 18 века. Сперва нужно срезать одну сторону швов. Я срезаю припуски со стороны спинки.
Теперь обработка. Обыкновенная двойная подгибка. Фиксируем булавками. В идеале этот шов должен быть шириной от 3 до 5 мм. У меня как раз столько и получилось, но еще есть к чему стремиться. Теперь прошиваем, цепляя буквально пару нитей ткани изделия и, держа иглу диагонально, фиксируем шов. Время буферизации. Очень давно хотела попробовать применить ее вместо обычной скучной сборки. Для нее я выбрала белую нить другого оттенка, чтобы глазам было удобнее работать. Но в готовом изделии этого не будет видно. Наметила линии для буфов на расстоянии 5 мм. Делаю 3 строчки, тоже на расстоянии 5 мм друг от друга. И тут я увидела, что допустила ошибку. Я совсем забыла, что со стороны манжета на рукаве должен быть разрез, чтобы наша кисть могла влезть в манжет. Поэтому распарываю шов длиной около 3 дюймов и обрабатываю припуски двойной подгибкой, но на лицевую сторону. Мне нравится, как это выглядит. И да, я поняла, что ручные стежки куда сложнее распарывать, нежели машинную строчку. Помните, я говорила, что вы убедитесь в прочности этой строчки? Теперь пришло время для заплаток. Нужно 2 детали для одной заплатки. Подгибаю все стороны на 1/4 дюйма, прикалываю булавками, а со стороны разреза подгибаю угол заплатки. Пришиваю по такому же принципу, как и двойную подгибку на швах. Теперь с лицевой стороны делаю то же самое.
Сейчас этот разрез стал очень прочный, и порвать его будет, очень сложно. Я решила затягивать буфы после того, как приколю рукав к манжету. Так будет удобнее сразу подогнать размер под манжет. Прикалываю края рукава к одной стороне манжета, вторая сторона остается свободной. Расправляю все складочки и фиксирую булавками, чтобы они лежали равномерно и красиво. Пришиваю рукав к манжету строчкой шаг назад, 2 вперед. Теперь отгибаю манжет в естественное положение, таким образом все неаккуратные припуски остались внутри. Прошиваю внутреннюю сторону манжета, и рукава почти готовы. По краям манжета я оставила пространство без буферизации, чтобы в застегнутом виде рукава выглядели аккуратнее. Кстати, я подумала, что 3 пуговицы – это самый оптимальный вариант. Разрез по горловине. Декольте обрабатываю двойной подгибкой и основание разреза укрепляю заплаткой. Подгибку по декольте я также делаю на лицевую сторону.
Рубаха вывернута наизнанку. Сейчас нужно втачать рукава. Ластовица занимает половину непрошитого отрезка, а сам рукав без ластовицы я также захотела присобрать. Да, получится очень густая буферизация. Снова прокладываю 3 строчки по принципу низа рукава. Вкладываю рукав в рубаху лицом к лицу, прикалываю ластовицу, и теперь можно затягивать буфы до нужного размера. Снова закрепляю все складочки булавками и прошиваю. Теперь можно заняться воротником. Прокладываю мелкую строчку по всей горловине, чтобы сделать сборку и подогнать ее под воротник. Воротник пришиваю по такому же принципу, как и манжеты. Сначала пришиваю одну сторону воротника к рубахе, далее отворачиваю воротник в естественное положение, все швы прячутся внутрь воротника и пришиваю его вторую сторону миниатюрными стежками. Пришло время обработать боковые швы рубахи. Кстати, примерно 4 дюйма до низа рубахи я сделала разрезы. И также обработала припуски. Ну и, конечно, не забываем заплатки. Как принято в пиратской одежде, обязательно должна быть шнуровка. Делаю отверстия и обрабатываю их тоже вручную. Вы только посмотрите, я нашла целый комплект винтажных перламутровых пуговиц. Но как бы они идеально не подходили для этой рубашки, признаюсь, мне жалко их сейчас использовать. Оставлю их для другого проекта. Низ рубахи обработала двойной подгибкой на лицо. Все почти готово. Осталось сделать петли на манжетах и пришить пуговицы. А еще найти широкий коричневый пояс и сделать замшевый шнурок для декольте. Спасибо большое, что были со мной сегодня. Я очень ценю время, которое вы посвятили просмотру этого видео. Я надеюсь, что все будет хорошо, и мы с вами очень скоро увидимся. До свидания.